Привет, я Дарья, и сегодня я вам покажу Мальту в декабре. Какая здесь зима, рождественская атмосфера, чем заняться и почему этот месяц отличный не только для туристов, но и для тех, кто здесь живет. Так что усаживайтесь поудобнее, будет очень уютно, атмосферно и по-мальтийски. И поехали смотреть. Средняя температура в декабре держится около 15-19 градусов днем. Иногда плюс 12 кажется арктическим холодом, особенно если дует мальтийский ветер. Он тут главный персонаж зимы. Дождей здесь немного, в среднем 10-12 дней в месяц. Но это не серые недели, как у многих стран. Тут дождь идет 20 минут, но может быть внезапным, и опять выходит солнце. Так что зонт здесь не аксессуар, а лучший друг туриста. Вот тебе и декабрь на Мальте. Утречком было солнышко, вышла по делам, естественно, без зонтика. Сейчас ливанул сильный дождь. Скорее всего, буду скоро как мокрая курица. Но прелести декабрьских этих дождей на Мальте в том, что они проходят очень быстро. Главное не попасть в потоп. Самое удобное – накинуть легкую куртку или толстовку. Местные могут быть в пуховиках, туристы в футболках. Каждый живет свою погодную правду, и оба абсолютно уверены, что одеты идеально. Можно ли купаться в декабре на Мальте, спросите вы? Технически да, но вода холодная, плюс 17-18 градусов. Но обязательно найдется хотя бы один смелый человек в море, обычно это турист. Солнце садится обычно рано, примерно около 5 часов вечера, поэтому декабрьские вечера идеально подходят для прогулок по украшенным улицам. Декабрь – это момент, когда Мальта превращается в рождественскую открытку. Да-да, Рождество здесь очень любят, и его празднуют с полным масштабом. В декабре Мальта превращается в один большой рождественский остров. Гирлянды на улицах, огни на балконах, украшенные площади. Каждый город добавляет что-то свое. Валета – строгая и элегантная. Слима – яркая и современная. А Рабат – уютный, почти сказочный. А Мдина в декабре – это чистая магия. Тишина, фонари и узкие улочки. Самое интересное, что украшения тут не просто для красоты. Для мальтийцев Рождество – это эмоциональный праздник, поэтому дома и улицы светятся буквально повсюду. В декабре на Мальте открывается сразу несколько рождественских деревень и рынков. Они здесь не огромные, как в Германии, но очень атмосферные. В Валете огни, рождественские песни, горячий шоколад. В Слиме музыка, уличные концерты и ярмарки. В Рабате же небольшие уютные рынки, где можно купить изделия местных мастеров. Самое приятное в мальтийских рынках – это настроение. Люди гуляют, общаются, пробуют сладости, слушают музыку. Никто не спешит, все расслаблено. Но что сказать, средиземноморский стиль. Идеально, если вы любите немного пройтись, много поесть и еще больше фотографировать. Одна из самых ярких традиций – это рождественские вертепы. Здесь делают мини-деревни, целые композиции со светом, движением и даже маленькими фонтанами. Некоторые семьи создают их годами. Это настоящее искусство. Настоящие мини-деревни с фигурками, домиками, мельницами. И все это движется, светится и звучит. Мальтийцы их просто обожают. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All my fun is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells.
Также под Рождество в некоторых городах и церквях проходят концерты, где хоры поют рождественские песни. Атмосфера очень теплая и уютная. В декабре проходят мини-парады, спектакли, уличные постановки. Мальтийцы очень любят праздники, и видно, что они вкладывают в них душу. И, конечно же, рождественская выпечка. Местная сладость на Рождество – это ароматное медовое кольцо и горячие напитки со специями, идеальные для прохладных вечерних прогулок. Все это создает атмосферу маленького, но очень уютного праздника. Чем же заняться в это время года? Декабрь – отличное время для прогулок. Нет жары, можно спокойно гулять по самым красивым локациям. Валета – это сердце Мальты. Здесь можно зайти в музеи, на смотровые площадки, выпить кофе с видом на бухту. Атмосфера европейской столицы без туристического хаоса. Здесь ярмарки, концерты, огни, цветочные инсталляции и много уличной музыки. Главная улица Репаблик-стрит полностью превращается в рождественский коридор. Рабат и Мдина – атмосферные старые городки, которые в декабре выглядят как живой итальянский фильм. Узкие улицы, теплые огни, каменные стены. В Рабате много рождественских вертепов, а Мдина просто магически спокойна. Ну и, конечно, популярная локация Папайя Виллидж. В декабре он превращается в рождественскую деревню. Эльфы, Санта, яркие домики, музыка. Идеально для семейных роликов и просто для атмосферы. Также можно спокойно прогуляться по набережной без толпы туристов. Любители природы оценят зимнее море. Волны огромные, красивые и мощные. А что ж такого интересного можно попробовать в декабре на Мальте? Сейчас расскажу. Первое. Инфарет. Жареные пирожки с финиковой пастой. Второе. Вин-брюле. Это глинтвейн на мальтийский манер. Третье. Кастань. Жареные каштаны на улицах. Четвертое. Горячий шоколад. Мальтийцы его готовят густым, так что имейте в виду. И пятое, конечно же, традиционные медовые кольца. Даже если вы не планируете много гулять, попробуйте местные сладости. Они традиционные именно для зимы. Кстати, на Мальте в декабре еще два больших праздника. 8 декабря – большой церковный праздник непорочного зачатия Девы Марии. В этот день многие работают по сокращенному графику. А 13 декабря – Republic Day – государственный праздник и выходной. Ведь 13 декабря 1974 года Мальта наконец-то официально стала республикой. В этот день проходят парады, салюты и официальные мероприятия. А с 24 на 25 декабря начинаются ночные мессы, семейные празднования и закрываются торговые центры, ведь наступает долгожданное Рождество. Мне лично очень нравится Мальта в декабре. Это время, когда остров становится спокойнее, уютнее и теплее, не по температуре, а по ощущениям. И если вы хотите увидеть Мальту без спешки, без жары и с настоящим рождественским настроением, приезжайте зимой. В это время атмосфера здесь очень семейная. Люди улыбаются, украшают дома и улицы, поздравляют друг друга. Это чувство буквально везде.
теплое и атмосферное. Здесь нет снега, но зато есть море, музыка, огоньки и очень много доброжелательности. Если вы думали, что зимой здесь нечего делать, поверьте, декабрь здесь заслуживает отдельного путешествия. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, бывали ли вы на Мальте зимою. И с наступающими вас праздниками, и увидимся в следующем видео.